Путинская война в Украине идет уже больше месяца. И вместе с тем идет и отборная кремлевская пропаганда, нажористая. Такая, что включаешь, и аж обои в квартире отклеиваются. В Европе надо передать простую вещь. Вы получите ядерный удар по территории Европы в случае, если вы соберетесь там с какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать. Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да. Если раньше Путин говорил, что начал войну в Украине, чтобы спасти украинцев от выдуманных нацистов, то теперь, после сотни убитых украинских детей и разрушенных городов, всего месяц спустя мы уже дошли до таких сумасшедших версий, как биолаборатория НАТО на территории Украины, чтобы уничтожить Россию. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Или вот новая уточненная версия. Украинцы в этих лабораториях придумали коронавирус. Неожиданно мы с вами начинаем наблюдать, что в деле распространения пандемии коронавируса последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след. Поскольку это было отдельным направлением исследования в этих биологических лабораториях, финансируемых Пентагоном, именно распространение ковида, всех инфекций SARS на всевозможном виде перепончато-крылых. Ставьте лайк, чтобы YouTube распространял это видео несколько лет, и подписывайтесь на канал, чтобы в нашей деятельности обнаруживался четко ваш след. Вы также можете поддержать наш канал через криптокошельки. Добро пожаловать в новый биологический выпуск обзора пропаганды. «18 марта в Лужниках прошел концерт в поддержку убийства людей. Власти согнали десятки тысяч бюджетников с разных концов страны, чтобы создать иллюзию, что у Путина есть поддержка. Мы русские люди, мы любим нашу страну, мы за мир без нацизма. Мы за нашу армию, за нашего президента, за нашу родину, за победу. Мы победим! Там участникам раздали георгиевские ленточки в форме свастики и даже помогли прикрепить их к одежде. Такого единения у нас давно не было. На концерте под лозунгами «За мир без нацизма» бюджетники грустно постояли несколько часов под прицелами снайперов, которые, видимо, должны защищать Путина от чрезмерной поддержки россиян. Послушали продавших душу селебрити, а затем выкинули в мусорку флаги России и поехали домой. Да, на этом фото мы можем наблюдать настоящую искреннюю любовь к России у бюджетников, собранных в Лужниках. Ну и, конечно, на концерте все позаражали друг друга коронавирусом. Полный стадион людей во время пандемии. Вот это действительно биолаборатория для уничтожения России. Ну ладно, мало того, пандемия. Проводить веселый праздничный концерт во время войны, когда тысячами умирают российские солдаты и сотнями мирные украинские жители? Что за бред, скажете вы? Кто вообще это придумал? Это придумал тот же гениальный царь, который решил устроить войну, чтобы отвлечь россиян от бедности, а в итоге сделал страну еще беднее. Тот же царь, что поднял рубль с 30 рублей до 140 рублей за доллар. Красава. И тот царь, при котором доля России в мировом ВВП стала целый 1%. Для сравнения, доля СССР в мировом ВВП в 1970 году была 12,7%. Или вот доля США в мировом ВВП в 24,40%. Китай же занимает 15% в мировом ВВП и находится на втором месте после США. Запад пытается поставить Россию на колени. Он пытается, она все лежит и лежит. И даже если они попытаются поставить нас на колени, у них никогда ничего не получится, потому что Россия не встанет.
Или вот из интересного, Путин на концерте придумал новое объяснение аннексии Крыма. Забыв про нацистов и прочее, он заявил, что Россия отобрала Крым, потому что его финансировали по остаточному принципу. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которой Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. То есть, по этой логике, у любой страны можно отобрать территорию, которая недостаточно финансируется, а в самой России все регионы достаточно финансируются. По-моему, в России любое место, кроме дворца Путина, финансируется по остаточному принципу. А еще получается, что Крым так плохо финансировался при Януковиче, которого Путин поддерживает. В общем, запутался человечек в показаниях. Ну а чтобы каждый россиянин не пропустил этот замечательный концерт со свастиками, для него его любезно добавили в программу новостей. Непонятно только, почему тут написано «прямая трансляция», когда в самом концерте присутствовали тупейшие монтажные склейки. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных... Соврали, что ли? Еще смешно, что концерт с обеих сторон в программе обрамляют фразы «Кто против? Кто против? Да все против! Вы, сумасшедшие убийцы, остановите это безумие!» Также интересно заметить, что, судя по этой программе передач, на Первом и Втором главных российских каналах почти 24 часа в сутки крутят пропагандистские помои. Соловьев, Попов и Скобеева, Вести, Кто против, Антифейк, Крым – путь на родину. Ежедневное разжижение мозгов граждан за их же налоги. Мариуполь с высоты птичьего полета. Печальные, конечно, кадры. Жуткая картина. Националисты, отступая, пытаются не оставить камня на камне. Да, вот жилые кварталы, дома. Так, что еще интересного пропагандистского? Буквы Z и V продолжают заполонять Россию и, видимо, из-за Путина еще не скоро отмоются от такого позора. Почему вообще Z? Z и V? Это не русские буквы. Вы за русский мир или за чей сражаетесь? Что же означают буквы Z и V на нашей бронетехнике, которая работает и на обозначение? Все спрашивают, что же, почему латинскими буквами? Оказалось, что это вовсе-то буквы не латинские. Буковка Z — это традиционная буковка нашего кириллического алфавита. Изначально она писалась именно так, называется она «Земля». И автомобили, и наша бронетехника с этим обозначением заходит на Донбасс. В Донбасс и с той стороны прежде всего, потому что это наша земля. Вот вам и милитари-пряник из Мурманска. И свастика на лосях. Яйца за Россию. А на рынках продают кроссовки со свастикой. Или вот, сайт Министерства образования Свердловской области теперь выглядит вот так. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Звучит, как будто это написал персонаж Антона Лапенко. А еще это министерство, наверное, очень расстроится, когда поймет, что у него в названии закрался Азов. Свастику налепили и на российские ракеты. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин радостно переименовал свой телеграм-канал на Рогозин и пишет там следующий бред. Вопросы окружения России биолабораториями США новостью не являются. Их неоднократно рассматривала на своих заседаниях правительственная комиссия по вопросам биологической и химической безопасности, которую мне с марта 17 по апрель 18 довелось возглавлять. Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка этнического оружия против русского населения России. Что ты, черт побери, такое несешь? Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящих к ослаблению иммунитета нации, его вымиранию без воздействия. Вот. Не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, вирусы не действуют на определенные этносы. Во-вторых, русские и украинцы с точки зрения генетики мало чем отличаются. Даже Путин как-то говорил, что Россия и Украина – это один народ. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ.
Значит ли это, что Рогозин думает, что украинцы сделали вирус, который убьет всех славян? Я уже не говорю о том, что Рогозин, как и другие пропагандисты, заявляют это просто так, не приведя ни единого доказательства. У нас же, в отличие от них, есть доказательства существования другого вируса – путинизма, который сейчас насаждается всем от мала до велика. Дети выходят под Газманова и строятся в Зигу. Дети закрывают лицо зигами. А вот во что в итоге развивается поддержка Путина, войны и русского мира. Многие россияне последствия этого пока не замечают, но со временем заметят. К примеру, пока у нас в супермаркеты ходят так, продуктов и товаров в стране все меньше из-за санкций, в Украине в супермаркеты ходят так. Это в Харькове в людей, которые просто стояли в очереди, прилетел снаряд. Полная очередь нацистов! Да уж, Путин, спасибо за русский мир в Украине. Русский мир просто бомба! К другим санкциям. Франция заморозила активы Центрального банка России на сумму 22 миллиарда евро. Также смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в 850 миллионов евро на территории Франции, помимо 22 миллиардов евро ЦБ РФ, сообщил министр экономики и финансов Франции. Для сравнения, бюджет Рязанской области на 2021 год составляет 500 миллионов евро. То есть только во Францию ворами из власти было вывезено 46 годовых бюджетов Рязанской области. В Рязани и аналогичных областях реально можно было сделать райский уголок и наслаждаться жизнью там. Но вместо этого они вывели эти деньги и потеряли. И теперь в Рязани вот так. Арнольд Шварценеггер обратился к российским солдатам. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. Рассказал, как сильно он вдохновлялся советским тяжелоатлетом Юрием Власовым и как любит Россию. А также о том, как отец Шварценеггера воевал против России во времена Второй мировой и о том, какую боль потом нес всю жизнь и как его мучила совесть. I don't want you to be broken like my father. This is not the war to defend Russia that your grandfathers or your great-grandfathers fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Now, to those in power in the Kremlin, let me just ask you, why would you sacrifice those young men for your own ambitions? Мощное послание, которое наверняка подействует на кого-то из российских военных. Но пропаганда не дремлет. И вот уже Марьяна Наумова, российская чемпионка мира по пауэрлифтингу, ответила на обращение Арнольда Шварценеггера к российскому народу. Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии о детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. Когда Украина объявила Донбассу войну? И когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. А знаете, Марьяна, почему в Донбассе был обстрел и бомбежки? Потому что Путин решил отобрать его, а Украина защищала свои территории, как и любое другое государство, когда кто-то покушается на его целостность, наплевав на Конституцию. А знаете, почему Путин обычно отбирает другие территории? По велению левой пятки. Придумает себе нацистов, распятого мальчика, или вот вы же слышали его в Лужниках. Возможно, ему снова показалось, что Донецкая и Луганская области, когда находились в составе другого государства и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. И он решил их отобрать. И все. После чего Путин создал ненастоящие марионеточные государства, где русские наемники сражались с украинской армией, а дети Донбасса погибали. И теперь вы, по своей или глупости, или за деньги, защищаете тех, по чьей вине погибали дети. Вы сказали тогда: Ukraine, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим. И передали конверт своему помощнику.
Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы сказали-то да. Я посмотрела. Не хватает еще, чтобы она семки во время этого обращения грызла. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Ну, в Голливуде, конечно, умеют снимать кино, но чемпионы мира по выдуманной реальности – это, конечно, российские пропагандисты. А правда, она на видео, которые наши знакомые друзья с Украины присылают нам, где из-за Путина умирают еще больше детей, чем в прошлый раз, и разрушено еще больше городов. В то же время, как на помощь детям Украины весь мир жертвует деньги добровольно, с бюджетников России повсеместно собирают деньги для беженцев Донбасса. Девочки, кто сколько? Все предметы должны быть новые. Принести от 1500. Деньги собирают в добровольно-принудительном порядке. В случае отказов угрожают, что пострадает весь коллектив. Уверен, чемпионов с письмами детей Донбасса в 2015-м к Шварценеггеру отправляли таким же образом. В некоторых школах и университетах денежный оброк заменяют сбором предметов и одежды, но просят сфотографироваться при сдаче товаров. Что-то мне это напоминает. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Ну и напоследок, интересный видос 5-летней давности. Путин из 2018-го выдает секретики и подводит итог правления Путина из 2022-го. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они. Виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор. И в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущее поколение. А на сегодня все. Ставьте лайки в добровольном порядке. В случае отказа ваш коллектив не пострадает. Подписывайтесь на канал и становитесь спонсорами.